Сэр Ланселот, кристалл нашей деревни разбили. Во врата города забили огромный футбол. Ваш брат подорвался на мине. Остальные рыцари круглого стола стоят замерзшие в кубиках льда. А я еле смог уйти от снаряда базуки. Примерно так звучали бы вести гонца, если бы действия сегодняшней игры происходили во времена короля Артура. Приветствую вас на моем канале. Сегодня разберем игру под названием Night Squad 2. Если вам понравится обзор, буду благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Night Squad 2 – это прикольная мультиплеерная пати-игра, в которой 8 игроков бьются друг с другом за победу. Иногда каждый за себя, а иногда в командах. Под управлением у вас различные рыцари, у каждого свой уникальный вид и расцветка. Но помимо этого они никак не влияют на игру. Никакого дисбаланса. По ходу игры вы открываете новых рыцарей, за которых можно играть. Для этого необходимо выполнить определенные задачи. Например, убить 1000 игроков, удержать миниган дольше минуты и так далее. Здесь есть даже некая отсылка. Один из рыцарей открывается посредством классического чит-кода Konami. Вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, Escape Enter. Также при достижении определенного количества убийств за того или иного рыцаря открывается его особое оружие. Как я уже говорил, игра нацелена на 8 участников. Играть можно локально, сидя на своем диване с друзьями, или по сети, тоже с друзьями, или уже со случайными игроками. У меня был доступ к бета-тестированию, поэтому я мог играть еще до официального релиза игры. Хотел позвать друзей на веселый вечер за игрой, а потом вспомнил, что у меня нет друзей, даже в онлайне. А ведь друзьям даже не обязательно иметь игру, чтобы с вами играть. В Steam есть бесплатная версия под названием Night Squad 2 Trials, скачав которую, любой знакомый может подключиться к вашей игре. Очень крутое решение для поддержки постоянного онлайна. Итак, осознав, что мне не с кем играть, я пошел искать онлайн-матч, но через поиск противников никого не смог найти, так как игра на тот момент еще не вышла. Поэтому я пошел мочить ботов, и мне казалось, что я самый крутой. Я ведь выигрывал каждую игру, пока я случайно не наткнулся на живого игрока во время бетки. В тот раз даже один из ботов лучше меня сыграл, не говоря о том чуваке. Но я сильно не стал расстраиваться, продолжал мочить ботов и дождался релиза. Теперь примерно все наравне. Не составляет проблему найти 8 игроков на партийку. Тем более, что игра кроссплатформерная и игроки с консолей тоже попадают в твое лобби. Здесь есть куча разных режимов. От обычного десматча, захвата точек и уже всем привычного батл рояля, до таких режимов как футбол, где необходимо мяч пнуть во вражеские врата, или режим, в котором нужно как можно большую поверхность игрового поля покрасить в свой цвет. Лично мне очень зашли режим, где нужно толкать тележку до вражеской базы, и режим, в котором надо выпускать миньонов, которые идут бить вражеский трон. Тут уже немного мобой попахивает. Игровая механика и управление здесь очень простые. Мышкой наводишь, в каком направлении ты хочешь идти, на кнопку W ходишь, левой кнопкой мышки машешь мечом, а правой укрываешься щитом от вражеских атак. Игра поддерживает управление джойстиком, но мне показалось, что мышкой получается быстрее реагировать на действия других игроков. Но здесь уже каждый сам для себя решит. Во время игры появляются различные усиления и оружие. Например, конь, на котором передвигаешься быстрее, лазерная пушка, базука или бумеранг, который каждый по-разному стреляет, или усиление, при поднятии которого персонаж включает режим камикадзе, ускоряется и всех, кого коснется, убивает, но в итоге и сам взрывается. Также можно режим игры так настроить, чтобы спавнились только определенные айтемы, и устроить таким образом целую камикадзе-вечеринку. В целом, игра прикольная и необычная. С радостью можно зайти после тяжелого рабочего дня и отвлечься от суеты. Игра очень похожа на первую часть этой серии, но разработчики, видимо, стали более опытными и использовали наработанные знания, чтобы выпустить более отшлифованный и качественный проект. Я думаю, что это достойно похвалы. Спасибо, если вы дослушали до конца, поделитесь в комментариях своим мнением об игре. Всего хорошего и пусть чума обходит вас стороной.